Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить самую свежую модель от звезды. И это свежий пирожок с фабрики, который вышел буквально несколько недель назад. ИС-2. И это новая разработка звезды. Ведь в ассортименте звезды есть еще и старенький ИС. Ну, у меня совсем старенький, но есть чуть посвежее, но все равно это очень старая модель. И в этом видео мы, кстати, и сравним эти две коробочки и сравним, насколько качество производства выросло за 20 лет существования этой фабрики. Поехали. Итак, передо мной коробочка, и здесь ИС-2 едет где-то по зимней лесной тропе. На заднем фоне у него поверженный тигр, и сам танк в зимнем камуфляже врывается на бокс-арт на рисунке Андрея Жирнова. Ну и, скорее всего, это зима 1944-го, начало 1945 года, и как раз это очень логично, что исы наступают, а тигры остаются позади. Так что давайте посмотрим на обратную сторону коробки. И здесь изображен уже собранный вариант этого танка, и модель выглядит очень аккуратно. В наборе почти 470 деталей. Соответственно, скорее всего, здесь будут наборные траки. Но давайте вместе посмотрим, что внутри. Ну и мне хочется еще сказать немножко по этой модели. Мне кажется, хоть она выглядит очень аккуратно, но что-то тут, мне кажется, слишком мультяшно в окраске. И, может быть, не такая тут яркая достоверность, как могло бы быть на самом деле. И вот посмотрите, я заказала эту модель на одном известном маркетплейсе. И мало того, что набор ко мне пришел через месяц, так еще вот в таком вот безобразном виде. Коробка была обломлена практически посередине, точнее не обломлена, а надломлена. И есть очень рваные места по краям. Ну и мало того, что у меня через месяц пропало вдохновение на сборку этой модели, так теперь у меня вот такая вот безобразная коробочка. И знаете, какой выход есть из таких ситуаций? Теперь я заказываю модели и инструменты только на модельной лавке. Во-первых, у них очень быстрая доставка. И по Москве вы можете получить свой заказ буквально через 2 дня. Оформить доставку вы можете буквально почти на все сервисы, будь то Почта России, СДЭК или пункты выдачи Яндекс. Ну и также вы можете забрать свой заказ в ближайшей пятерочке. У лавки отличная служба поддержки, например, вы можете обнаружить, что в наборе не хватает деталей. И после обращения к менеджерам вам обязательно вышлют эти детали. Лично я давно пользуюсь модельной лавкой. Я уже заказала модели туда и красок, и инструментов более чем на 1 000 000 рублей. А еще благодаря предзаказам вы точно не пропустите горячие новинки. Ну а для первого заказа вы можете применить этот промокод, и вы его всегда найдете в описании к любому из моих видео. Но если вы опытный пользователь лавки, то действует промокод Dasha. Он дает тоже небольшую скидочку. А на антресоле я нашла вот такую коробочку, такая запалившаяся модель. И когда-то я пыталась ее собирать очень давным-давно. И, как видите, вот так выглядела звезда. Давайте посмотрим, в каком году. Тут должно быть что-то указано про год. Что-то я не вижу. Современная звезда пишет, а вот тогда она все так же находилась в Лобне, сделана в России. Но никакой маркировки о годе производства я тут не вижу. ТУ 93-го года, но я не думаю, что это модель именно этого года. Так, давайте посмотрим. Тут, к сожалению, у меня не сохранился корпус. И ну, что получилось, то получилось. Но коробочку я зачем-то сохранила. Вот так выглядела инструкция. Как видите, очень упрощенная схема окраски, большая историческая справка, отдельное руководство по сборке. Очень детально и про окраску, и про то, как пользоваться, как брать детали, как их откусывать, обезжиривать. В общем, все тут детально написано. И, мне кажется, в какой-то степени такой маленького руководства не хватает в современном модели. Ну а сама сборка выглядит вот так. Чем-то напоминает, кстати, Итальери, наверное, да. Когда звезда переупаковывает старые модели. Вот, например, недавно выходил тот же Opel
у него был похожий дизайн на инструкции. Ну да, внутри классические детали. Так что мы, в принципе, давайте возьмем башню и посмотрим, как все поменялось спустя десятилетия в качестве набора. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. И вот современный набор. Так что тот же зеленый пластик. Это старый набор. Сейчас сравним. Так, в наборе идет декаль. И она богата на цифры, звездочки. Некоторые детали сделаны из прозрачного пластика. Я так понимаю, это в основном триплексы и фара. И, собственно, сами детали. Инструкция. Сначала с инструкции, схема окраски, советский вариант, соответственно, времен 1945 года. И тоже вариант, тоже советский, и уже января 1945 года в зимнем камуфляже. И апреля 1945 года тоже советский. Так что тут нам предлагают сделать, наверное, можно по вот этим номерам из 2425 найти оригинальный образец в интернете. И, скорее всего, звезда брала именно какие-то реальные образцы. И можно будет их воспроизвести в своей модели. Так, дальше у нас идет инструкция. И это уже совсем другой вид инструкции по сравнению с тем, что был. Нам предлагают сделать два варианта. В таком походном варианте, когда у нас закрыты все люки, и с открытыми люками. И сборку мы будем начинать с башни, что, в принципе, наверное, и логично. Хотя я бы с корпуса начинала. Как видите, все понятно и наглядно. Давайте сравнивать детали. Так, я так понимаю, что зеленый пластик предполагает, что модель при желании можно даже не окрашивать, как делают многие моделисты, которые выставляют свои модели в музеях. Я заметила такую тенденцию. Соответственно, башня у нас полунаборная. То есть она не цельнолитая, как это было несколько десятков лет назад, а вот такая, и фактура, в принципе, сохранена с тем, что было раньше. Тоже легкая шершавость, неровность литьевых форм 40-х годов. И гусеница. Гусеница, слава богу, полунаборная, а не полнонаборная. И на них изображен провис, что очень классно. Мне кажется, звезда в первый раз делает так вот фигурно эту часть набора. Большой прогресс. Так что давайте смотреть, что у меня получится в результате. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Сборка модели мне принесла удовольствие. Модель собирается очень легко, и ее можно рекомендовать новичку. Без особых усилий у вас получится очень достойная модель. И напомню, что это новая модель от звезды. И совсем скоро нас ждет выход еще одной классной модели от этой же фирмы. Это ИСУ-152. Это самоходка, созданная на базе танка ИС. Так что скорый выход этой модели весьма логичный ход.
Кстати, оригинальную машину, с которой звезда брала мерки, находится в музее Вадима Задорожного, и к ней можно буквально прикоснуться рукой. И, кстати, этот ИС именно военного периода, а не послевоенный, которых довольно много в музеях и также на памятниках. Для обычного моделиста особо придраться к модели довольно сложно. Конечно, наверняка есть неточности и по размерам, и по заклепкам, но это может заметить только человек с линейкой или же с очень хорошими знаниями отечественной бронетехники. Да и вообще по формам ИС, наверное, это самый красивый танк периода Второй мировой войны, и сделать его модель плохой довольно сложно. ИС-2 в Берлинской операции весной 1945 года стал одним из главных инструментов силового решения. Тяжелым тараном, который подводили туда, где требовалось быстро ломать укрепления, подавлять артиллерию или выдавливать оборону из каменной застройки. К этому моменту Красная Армия уже имела большой опыт штурма городов и прорыва эшелонированной обороны, и ИС-2 занял в этой системе четкую нишу. Не универсальный танк на все случаи жизни, а средство усиления и штурма, действующие в связке с пехотой, саперами и артиллерией. Берлинская операция началась не с улиц столицы, а с тяжелой работы по разлому внешнего оборонительного пояса. На подступах, в районах укрепленных рубежей и огневых позиций тяжелые танки часто использовали как передвижные батареи прямой наводки. Они прикрывали продвижение пехоты, били под зотом, каменным зданием-опорником, противотанковым орудием, которое нельзя было быстро снять из закрытых позиций. Там, где обычно танкам приходилось осторожничать из-за плотного огня, тяжелые машины позволяли навязать противнику темп, подойти ближе, выдержать попадание осколков и пуль, подавить точку мощным фугасом и открыть проход. Ну а после сборки я приступила к грунтовке модели. Я грунтую танк из аэрозольного грунта, чтобы обеспечить максимальное качество окраски модели. Ну а после того, как грунт высох, я принимаюсь за окраску. И для этого я сделаю предварительные тени в углублениях рельефа и также на нижних частях модели. Ну а белым цветом я нарисую контур высветления на верхних плоскостях модели. А потом я задула модель в базовый зеленый цвет. И можно долго спорить об оптимальных цветах для советской бронетехники. И у меня на канале даже есть отдельное видео, которое посвящено этой проблеме. Но на этой модели за базовый зеленый цвет я решила выбрать оттенок Ivy Green от фирмы Machete. Потом в базу я добавила капельку белого и желтого цветов, чтобы сделать модель несколько интересней. И забегая вперед, я скажу, что этот ход был и грамотен. И дальнейшая тонировка танка убрала этот сильный контраст, но оставила модель визуально интересной. ИС-2 не обязательно шел в первой линии каждый метр. Его ценность была в том, что он мог появиться в нужном месте, где оборона особенно упиралась, и буквально разрушить узел сопротивления. И в наступлении в таком масштабе это означало экономию времени и жизней, меньше остановок, меньше перетирания кварталов и высот. В Берлинской операции ИС-2 чаще всего действовал не в составе обычных танковых бригад, а в отдельных тяжелых частях, полках и бригадах усиления. Их передавали общевойсковым армиям или же ударным группировкам на ключевых направлениях. И это отражало саму логику применения. Тяжелый танк – дорогой ресурс. Его не расходуют на рутинное сопротивление, а концентрируют там, где нужно пробить или штурмовать. Ну а потом я поработала кисточкой. Я окрасила беговые части катков, фару, запасные траки и пулемет. Главной особенностью ИС-2 была 122 мм пушка Д-25Т. В танковых дуэлях она была ценна бронепробитием, но в Берлине решающим часто был именно фугасный эффект. Каменная и кирпичная застройка, баррикады, перекрытые пролеты, огневые точки в окнах и подвалах – все это очень плохо поражалось пулеметами или же даже пушками меньшего калибра, если речь идет о подавлении сразу и надежно. В городе ИС-2 нередко работал как штурмовое орудие. Короткий рывок, выстрел прямой наводкой, откат в укрытие и снова рывок. А потом я поработаю масляными красками. При их помощи я выделила рельеф танка и сделала имитацию воздействия погоды на боевую машину. Парадокс Берлина в том, что тяжелому танку чаще угрожал не другой танк, а пехотинец с противотанковым гранатометом. В условиях города преимущество брони часто нивелировалось опасностью прихода с близкой дистанции, сбоку, сверху или же из подвала и арок. Панцерфауст не требовал дуэли на дальность, ему хватало удачного выстрела с десятки метров. А также перенесу декали на корпус танка. У меня будет боевая машина времен штурма Берлина. Интересно, что этот вариант окраски предусматривает красные звезды на бортах машины, что довольно необычно для советской бронетехники. Теперь методом сухая кисть я пожелезню траки
и густой акриловой краской выделю рельеф боевой машины. И мне осталось немножко загрязнить ходовую часть танка при помощи сухих пигментов. И также я закопчу выхлопные трубы и дульный тормоз пушки. Поскольку поверхность танка у меня получилась матовой, то закреплять как-то специальный пигмент я не буду. И вот такой ИС у меня получился. Это очень классная модель. И в этом видео я постаралась сделать его более контрастным, чем обычно. И эта техника мне показалась более интересной и выигрышна. И она будет лучше смотреться на полочке. Так что не бойтесь делать более контрастные модели. А раньше я почему-то этого боялась. Надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.